Обломался язычок на коннекторе. И ничего не держит. Как ни суй. Выпадает под собственным весом. В идеале должно выглядеть вот так. Есть разница, да? И соответственно крепится с щелчком. Язычок еще не отпал, но тенденция уже наметилась. Этот уже ничего не держит. Естественно, я пробовал уклеить. Это ничего не дает. Язычок ломается у основания в самом тонком месте, оставляя лишь небольшой бугорок, что, собственно, хорошо. Попробуем исправить. Для этого потребуется толстая блистерная упаковка, примерно 0,4 мм толщиной, клей полиуретановый, ножницы и немного терпения. Делать буду дракончика, вроде этого. Для начала иголочкой размечаю будущую полоску шириной примерно 6 мм. Можно и фломастером, кому как больше нравится. Прямоугольничек шириной 6 мм, как язычок. Примерно так. Да, что-то чертовски разболелась голова. Значит, интернета сегодня не будет. Будет только Wi-Fi. Отступаем от каждого края по 5 мм и рисуем линию наискосок. Делаем конус. Со стороны язычка отступаем примерно 1,5 мм и проводим линию. Получится вроде этого. Здесь вверху это будущий язычок, соответственно вырезаем. Знакомая ситуация, правда? Поломалась поздно, вечером, разъемов нет, инструмента нет, магазин закрыт, а интернет нужен срочно. Примеряем. Лишнее обрежется. Отступив от края 15 мм, проводим линию. И от 20 до 30 мм делаем закругление. В итоге должна получиться такая петелька. Делаем изгиб. Подравниваем. Для сильно утопленных розеток может и не подойти, придется слегка подогнуть язычок. Заготовку примеряем. Работать она будет следующим образом. И рабочий язычок доламываем до конца. И клеим новый непосредственно на поверхность коннектора. Я клею полиуретановым клеем. Держит хорошо. Достаточно гибкий. Не боится тряски. Наносим на обе склеиваемые поверхности тонким слоем. Ждем, пока слой высохнет. До отлипания. Как только слой клея подсох, выравниваем язычок и прижимаем основание. И хорошо прижимаем. Слой клея подсушивать обязательно, поскольку поверхности не пропускают влагу. Соответственно, растворитель из клея
испариться не сможет. По периметру он высохнет, а в центре, увы, нет. Еще и криво приклеил. Ждем полного высыхания. По инструкции на клей. В идеале получаем 2 красивых дракончика. Конечно, это временная мера, и шнурок нужно заменить, ну или поменять хотя бы разъем. Стоп, но такой разъем нужен срочно, а клеить 24 часа. Как быть? На самом деле можно пользоваться через первые 15 минут. Если клей нанесен аккуратно, нигде не выступает и не прилипнет по этому разъеме, то можно сразу смело тыкать. Держаться будет за счет язычка и оставшегося выступа. Приклеенная часть нужна только для извлечения и удержания язычка на месте. Вот, собственно, и все. И да пребудет с вами интернет. Если не защелкнулось, чуть-чуть поддавливаем язычок. Извлекается нажимом примерно под 60 градусов. Сколько же выдержит такой дракончик? Вес своего шнура 3-метрового. И даже немножко больше.